Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я хочу затронуть такой животрепещущий момент, волнующий многих любителей сансевьерии, особенно начинающих любителей, как потеря тургора, упругости листьев сансевьерии. Сансевьерии начинают морщиться, листья начинают складываться у некоторых сортов, да, или просто появляются морщины, или начинают заваливаться листья, то есть теряют свою силу, теряют тургор, теряют упругость. Так вот, основные причины, которые лично я знаю, если вы знаете еще какую-то причину, или у вас случилась, да, какая-то причина, пишите в комментариях, я буду рад узнать, если поделитесь опытом. Так вот, одна из основных причин, первая, да, и самое легкое в исправлении, это вы просто недостаточно поливаете свое растение. Многие считают, что сансевьерии, они все одинаковые, мы сейчас об этом тоже немного поговорим. Им нужно очень мало воды, то есть минимальный полив там раз в 2 недели, раз в месяц на солнечной стороне, и они будут расти. Но это не так. Многие сансевьерии, особенно такие сансевьерии, как трифасиаты, это, например, любая сансевьерия хани, вот эти маленькие, я объясняю для тех, кто, так сказать, понятным языком, для тех, кто не очень понимает, да, в целом хани это вот это маленькие сансевьерии такие, сансевьерии лауренти, это, вот за моей спиной видите, да, например, сансевьерия робуста, вот у нас стоит, сансевьерия black, да, просто Black Diamond, и прочие сансевьерии, такие как Лауренти, например, тоже это сансевьерия такая, трифасиата, всем знакомая, да, эти сансевьерии или Moonshine сансевьерия, они относятся к сансевьерии трифасиаты. Вот им нужно немного больше воды, чем, например, цилиндрической сансевьерии, или же скалистной сансевьерии, как сансевьерия Вейлфин стоит у меня, да, Массаниана Вейлфин, им нужно меньше воды. Цилиндрическим и же скалистым поменьше, не нужно их сильно поливать. Но вот трифасиаты, особенно хани, вот эти маленькие, если оно у вас еще стоит на солнечной стороне, то полив им нужно чуть больше давать. Поэтому так они могут проявлять свое отсутствие полноценного питья, да, вот сморщиванием листьев. Что мы делаем? Просто чуть-чуть увеличиваем полив. Когда видим, что тургор остановился, листья стали жесткие и прекрасные, мы можем знать, что вот, значит, этого количества воды достаточно растению. Да? Аккуратно. Следующий момент, который он более сложный, и его более сложно понять, и можно ошибиться, это когда мы наоборот переливаем наше растение, и оно тоже начинает морщиться. В этом случае проблема более серьезная. В этом случае мы просто наше растение заливаем, в том случае это может быть это хани, тоже залитое, да? У них начинают гнить листья, так как они не получают достаточное количество кислорода, они просто задыхаются, не листья, а корни, извиняюсь, они начинают задыхаться и погибать, отмирать. То есть корневище, которое в форме имбиря, да, которое в сансевьерии, оно остается целым, зачастую, иногда тоже начинает гнить. Но оно может остаться целым, а маленькие корешочки, которые растения используют именно для питания, для питья, они отгнивают, растение прекращает нормально питаться и начинает морщиться. Да? То есть тут сейчас важный момент. Если вы знаете 100%, что вы ваше растение поливали, то есть не пересушивали, то есть, ой, я поливал там раз в 3 недели, в этом случае растение не потеряет корни, да, оно просто покажет, что ему не хватает воды. Но если вы знаете, что вы регулярно поливаете, и у вас растение там всегда в слегка влажном грунте, например, хотя сансевьерии стоит просушивать хотя бы на 70% между поливами, вы знаете, что у вас всегда влажный слегка грунт, и все равно оно морщится, это 100% будет проблема в переливе. То есть вы переливаете ваше растение, вы заливальщик. Да, в этом случае вам нужно растение достать из горшка обязательно. Не просто дождаться, что оно просохнет, достать из горшка, проверить корневище на состояние, на наличие гнили, убрать всю отмершую часть. То есть все отмершие корни, иногда даже корневища загнивают. В этом случае ножом, да, можно обработать спиртом, обрезать аккуратно корневище до здоровой части, обработать имеющимся у вас доступным фунгицидом. В зависимости от страны, в которой вы живете, есть разные фунгициды. Фунгицидом обрабатываем срезы корневищ, да, все отмершие эти маленькие корни убираем и оставляем на пару дней просохнуть. Прям вот без грунта, без ничего, они все равно сморщены уже, ничего не будет. Оставляем просохнуть. Когда мы видим, что дальнейшего распространения гнили нет, да, то есть оно подсохло, срезы подсохли, в этом случае мы берем свежий грунт и пересаживаем растение. И налаживаем полив аккуратный, то есть особенно если растение без корней, то поливаем его минимально. То есть его ни в коем случае нельзя поливать как нормальное растение с полноценной корневой, да, потому что вы понимаете, что нечем ему всасывать эту влагу, питание. Оно может опять дальше гнить. То есть в этом случае намного все сложнее сделать. Даже я вам порекомендую, если у вас второй вариант, не первый, да, что вы пересушили, а второй, в этом случае я порекомендую вам вообще использовать прозрачный горшок. Можно любой прозрачный стаканчик какой-то, да, пластиковый взять. И пока вы не увидите, что корни полностью хорошо наросли, не пересаживайте. Можно поставить какое-нибудь красивое кашпо декоративное, чтобы не мозолил глаз стаканчик. Но вот в прозрачном горшке лучше всего наблюдать за ростом корней.
Когда корни восстановятся, тургор начнет восстанавливаться. Такой момент. И следующий еще момент, он относится больше к сансевириям, экзотическим из Азии, из Таиланда, из Индонезии, да, очень многие страны к нам сюда не везут, но вот многие страны СНГ везут пачками эти азиатские сансевирии. Там такой момент, что эти растения зачастую сбрасывают корни. Любая сансевирия, кстати, может сбросить корни от стресса. Они немного в этом плане истеричны, сансевирии, да, она может, например, росла у кого-то в доме, да, прекрасно. Вы ее купили, привезли к себе, полностью изменились условия как-то кардинально, да, 360 градусов, и она от стресса сбросила корни. Вот, кстати, в этом случае тоже может начаться потеря тургора, и в этом случае тоже надо растение достать и проверить. Потому что можно думать, что я недостаточно поливаю, как бы не поливали, и начать поливать больше, оно просто сгниет абсолютно. То есть проверка корней во всех случаях, кроме первого, обязательно. Если вы знаете, что вы просушиваете сильно, тогда вы просто увеличиваете полив. Почему я повторяю, чтобы не было сомнений, да, у людей. Так вот, если вы получили новую сансеверию из Азии, тоже желательно сажать их в горшочке из прозрачного пластика какого-нибудь, да, чтобы вы могли наблюдать, как развиваются корни. Причем сорта с более сильной вариегатностью, более пестрые, да, иногда они практически белые там, или ярко-желтые идут. Такие сорта хуже наращивают корни. То есть такими сортами, особенно если это какая-то миниатюрная хани, практически желтенькая, вам практически обеспечен с ней такой, знаете, стресс, воспаление мозга, потому что она будет, скорее всего, очень долго вас мучить наращиванием своих таких корешков, которые она будет не хотеть давать. Если это сорт зеленый, чем больше зелени, чем больше хлорофилла, тем растение более сильное, тем оно проще наращивает корни. Особенно если это относится к цилиндрике, одна из цилиндрических сансеверий или сансеверия типа Муншайн, да, вот жестколистные эти сансеверии, Капертон, Кирки, Сильверблю, они лучше наращивают корни. И они, чтобы она сморщилась, ее реально надо полгода не поливать. Поэтому основная проблема это вот эти трифасиаты хани и высокие сорта, и среднерослые. Так что если вы получили какой-то сорт редкий, тоже будьте готовы к тому, что это растение может сбросить корни и произойдет такая же беда. Достаточно неплохо сорта, которые сбрасывают корни, наращивают их в смеси из кокоса, кокосовый вот этот, как называется, не перегной, турбо кокосовая турбо, смешанная с перлитом. Вот в такой смеси, это по опыту моей подруги, которая очень часто покупает азиатов, она так наращивает корни в такой смеси, да. Все, друзья, вот такие основные моменты. Надеюсь, это видео наконец-то поможет всем, кто меня регулярно спрашивает, почему же сансеверия теряет тургор. То есть, поняли, да? Первый момент это пересушка, мы просто увеличиваем полив. Второй момент, мы заливаем растение, нам нужно его достать из грунта, обработать, убрать все гнилые части. Пересадить свежий грунт, желательно в прозрачный стакан, чтобы наблюдать за ростом корней. И третье, это мы получаем неадаптированное растение, зачастую которое стрессует. Опять-таки, надо повториться, что любое растение, любая сансеверия может получить стресс и сбросить корни. У меня такое было с местными сансевериями из Голландии. Да? Они приезжали в мой дом и сбрасывали все корни. И приходилось заново их наращивать. Но хороший факт, хороший момент в том, что практически любая сансеверия, даже если она доходит до состояния просто какой-то тряпочки, когда мне нет абсолютно никакой жизненной силы, нет тургора, ее можно восстановить. 99% что сансеверия ваша восстановится, если вы ее, конечно, не залили до смерти. Самый главный враг сансеверии, помимо клеща сансевериевого, да, который их убивает зачастую наповал, это отдельная тема для разговора, это чрезмерный полив. Полив должен быть умеренный, просушка примерно 70%. Если сомневаетесь, то сажайте в прозрачные горшки и ставьте в какие-то при желании декоративные кашпо. Это вам будет помогать следить за поливом, по крайней мере на первых порах вашего растениеводства. Кстати, еще в лечузе неплохо многие сансеверии наращивают корни, тоже по опыту моей другой подруги. Она многие хани свои смогла восстановить именно в лечузе, грунт такой, да, лечуза. Там тоже желательно в прозрачные горшки сажать. Все, друзья, в принципе вся информация. Если еще какие-то остались вопросы, пишите, не стесняйтесь, подписывайтесь на канал и до новых встреч. С вами был Николай, пока-пока.